Дорогие друзья, я Марина Николаева, и в этом видео мы рассмотрим психосоматику определенной части тела, конкретно это рот. И что у нас относится к рту? Это, конечно, внутри, рот внутри, язык, небо, губы, рот снаружи, челюсти, как вся конструкция, которая относится у нас к ротовой полости внутри и снаружи. И, конечно, мы будем говорить о психосоматике заболеваний ротовой полости. Можно здесь посмотреть небольшую картинку. Все-таки я считаю, что важно, чтобы даже если вы не собираетесь глубоко вникать в анатомию или медицинскую терминологию, тем не менее, кое-что знать про свой организм все-таки нужно. И строение ротовой полости вот здесь у вас есть на картинке. То есть, что у нас есть внутри, да, зубы, естественно, десны, язык, снаружи губы, небо как твердая полость, челюсть, которая двигается, да, нижняя челюсть у нас двигается. И чуть дальше это уже будет язычок и миндалины, но это мы будем рассматривать, когда мы будем рассматривать заболевания горла. Что же такое это рот? Рот – это вход в организм. По факту именно через рот к нам попадает в организм еда, если смотреть это с физиологической точки зрения. И через рот у нас попадает не только еда, но и воздух. И также здесь же находятся голосовые связки, то есть рот соединяется с пищевым трактом, с дыхательными путями, с голосовыми связками. Соответственно, здесь много значений, которые могут играть свою роль в заболеваниях полости рта. То есть рот – это ворота, которые, в принципе, можно открыть для того, чтобы запустить в себя что-то новое, или закрыть на замок. Рот закрыть на замок. Любые заболевания рта говорят о том, что человек отказывается проглотить или усвоить какую-то ситуацию. Он даже не хочет это попробовать на вкус, например, какую-нибудь новую идею. То есть плотно закрываем рот, когда мы не хотим, чтобы к нам что-то попало. Конечно, с психологической точки зрения все очень похоже на физиологическую. Если мы не хотим что-то съесть, то есть положить себе в рот какую-нибудь еду или взять что-то в рот, то мы плотно закрываем рот. Точно так же, если мы не хотим принять в себя, в свою жизнь, например, что-то новое, мы не хотим даже пробовать на вкус какую-то новую ситуацию или нового человека в нашей жизни, мы не хотим усвоить происходящее, да, по факту, как мы начинаем это усваивать, да, мы берем в рот, мы пробуем на вкус, мы начинаем пережевывать ситуацию, чтобы потом ее было возможно проглотить и усвоить, да, то есть переварить. Например, покусывание внутренних частей рта и языка – признак того, что человек хочет скрыть какую-то информацию, то есть он пытается закрыть рот, да, кусает себя внутри, чтобы лишнего что-нибудь не вылетело, да, то есть всегда показывает беспокойство человека о том, что вылетит слово, да, мы знаем, что слово как воробей, слово не воробей, вылетит, не поймаешь, то есть это страх проговориться, сказать что-то лишнее, какую-то лишнюю информацию. Любые воспаления, язвочки во рту – это долго держать в себе негативные мысли, прежде чем высказать, то есть по факту держать их во рту. И вот здесь начинается именно рот – это как приемник всего того, что пытается попасть в нашу жизнь. Слюноотделение. Конечно же, во рту у нас есть слюноотделение, есть повышенное, пониженное слюноотделение. Повышенное слюноотделение – текут слюнки, да, очень сильное желание чего-то, проявление нетерпения, желание, может быть, слишком быстро получить что-то, не давая себе времени на обдумывание. И также это означает с точки зрения психосоматики глотание всего, что скармливают другие, другие скармливают нам, да, по факту не пережевывая информацию. Накапливать слюну можно, чтобы плюнуть в кого-то, потом, когда со слюной накопится, наплевать на что-то, но это действие сдерживается, и слюна копится, она выделяется, но действие не сделано. Недостаток слюны, то есть, наоборот, сухость во рту, это глотать все, что исходит от других. Да?
Возможно, это часто подозрительность, враждебность, то есть и даже снаружи человек может казаться сухим и безразличным, но на самом деле он не безразличен, на самом деле он просто очень боится обмана, подавляет свои желания, то есть сухость во рту – это очень часто означает подозрительность и враждебность, и это ожидание какой-то опасности от других людей. Процесс пищеварения начинается во рту. И, конечно, пищеварительная система очень похоже работает на то, как работает наша психика, но это мы будем рассматривать более подробно в видео, где мы будем рассматривать пищеварительную систему, но процесс пищеварения начинается во рту. И здесь участвует у нас все. Губы, язык, зубы, слюнные железы. Все это на самом деле предназначено, чтобы начать пережевывать пищу. Когда младенец сосет материнскую грудь, то есть весь рот участвует в этом процессе, вся ротовая полость, вырабатывается у младенца гормон пролактин, гормон счастья. Гормон пролактин часто называют гормоном счастья, когда ребенок чувствует такое удовлетворение, глубокое удовлетворение, от заботы, удовольствие, он чувствует доверие, он чувствует безопасность, находясь у материнской груди. И это очень важный гормон пролактин, когда во взрослом возрасте мы испытываем вот это счастье, удовольствие от жизни, доверие к миру, ощущение безопасности, защищенности, которое, конечно же, находится внутри нас, а не где-нибудь снаружи, то у нас вырабатывается этот гормон счастья пролактин. И язык, важная часть ротовой полости, вкус еды, вкус к жизни. Именно языком мы чувствуем вкус еды, вот это удовольствие, с помощью языка получаем удовольствие от еды, различая оттенки этого вкуса. И здесь есть прямая ассоциация с психологической темой вкуса к жизни, удовольствия от жизни. И когда мы говорим о языке, о ротовой полости, вот такие широкие вопросы нам следует себе задать. Умеете ли вы получать настоящее удовольствие от еды? Умеете ли вы получать настоящее удовольствие от жизни? От чего у вас текут слюнки в прямом и переносном смысле этого слова? Какие же у нас бывают болезни ротовой полости? Да, рот отвечает за речь, да, в принципе, в психосоматике мы в первую очередь рассматриваем речь, то есть что человек говорит, и, соответственно, болезни ротовой полости указывают на то, что человек что-то умалчивает, часто молчит, сдерживает слова, стискивает зубы, чтобы не сказать, а иногда, например, человек, наоборот, много говорит, но язвит, язвительно говорит, сквернословит, как будто грязь попала в рот, и это тоже ведет к заболеваниям ротовой полости. Язвы во рту говорят о том, что человек очень презрительно, язвительно относится к окружающим, кому-то, к чему-то, к ситуации какой-то, что у него накопилось очень много обид, и вот эти едкие замечания, эти претензии, которые он язвительные комментарии, которые он выдает наружу, он так показывает свою злость, раздражение, но тем не менее все это копится во рту, да, человек как будто бы высказывает, но не так высказывает, как было бы эффективно это высказывать, проговаривать, и это только увеличивает вероятность появления во рту язвочек, уязвления, язвительная речь, язвы во рту. Раны на языке, боль, которая сопровождает эти ранки, говорят о потере вкуса к жизни, когда у человека, например, стоматит, да, когда есть язвочки во рту, язвочки на языке, то вкус еды мы уже не чувствуем, да, уже мы чувствуем только боль от того, что мы берем что-то в рот. Стоматит практически всегда говорит о подавленном гневе. Это именно про гнев, именно про злость. Это не про такие чувства, как обида, да, это там где-то лежит внизу, в глубине, но на поверхности это гнев, подавленный гнев, которому не дают выйти наружу. Подавленное мнение, когда человек не высказывает свое настоящее мнение, которое ему не дали выразить, или он сам себе не дал это мнение высказать. Да, стоматит – это реакция на такое предвзятое отношение к миру, непринятие новой информации. То есть мы уже видим, что процессы, которые происходят во рту, в ротовой полости, они есть изнутри наружу и есть снаружи вовнутрь.
Да, стоматит на деснах бывает. Стоматит бывает на небе, бывает полностью на слизистой ротовой полости. Но мы помним, что там у нас есть зубы и есть десна. И зубы мы уже рассматривали в наших видеоуроках, и мы понимаем, что зубы – это про агрессию, про невыраженную агрессию. И стоматит на деснах – это, который относится к зубам, это тоже показатель нерешительности человека, какое-то отсутствие у него в жизни какой-то цели, неумение проявлять вот эту здоровую агрессию, умение отстаивать свои границы, умение говорить «нет» и так далее. Да? То есть это про нерешительности, про страхи выразить себя, высказать свое мнение. Такой человек часто течет просто по течению своей жизни и очень зависим от мнения других людей. Да, рот символизирует способность проглатывать и переваривать идеи. И речь идет о новых идеях, о чем-то новом, что приходит в жизнь человека. И идеи, конечно, могут быть своими, чужими. Но самое главное, что это новые идеи. И стоматит говорит о том, что человек не готов ни к чему новому в своей жизни или к чему-то конкретному, что приходит в его жизнь прямо сейчас, что он может принимать необдуманные решения или вообще не способен воспринимать что-то новое, которое нарушает заведенный порядок его жизни. Да, стоматит, так как это язвы, язвочки, да, во рту, то говорит часто о плохих мыслях, каких-то навязчивых идеях, страхах, агрессии, но такой не в том хорошем смысле, которое мы вкладываем в это понятие, как агрессия, а именно необдуманная агрессия, агрессивная защита, язвительная критика в адрес другого человека. Все-таки это связано с речью, как мы видим. И да, может быть чувство вины за какие-то плохие слова, которые человек уже сказал, а потом пожалел о том, что он что-то сказал. Да, человек может долго вынашивать в голове какую-то идею, да, потом ее, например, высказал и получил осуждение. То есть стоматит тоже может возникнуть из-за того, что человек получает много критики в свой адрес и не может эту критику переживать, не может ее проглотить, не переваривает критику в свой адрес. То есть это остается уже на уровне рта. И это, да, может быть отвергнутое мнение, невысказанное мнение, невысказанные слова, которые застревают у нас буквально во рту и в горле. И это важно, что стоматит, потому что стоматит распространенное заболевание и детское, и взрослое, и важно понимать, что предпосылками стоматита очень часто становятся споры, ссоры, скандалы, громкие конфликты, вот эти нервные срывы, постоянное напряжение, то есть неблагоприятный психологический климат в семье, в отношениях. Но самое главное, что это связано с речью, соответственно, или скандалы, конфликты громкие, такие грязные, агрессивные, или наоборот все молчат, где, когда все внутри кипит, но все молчат и проглатывают свои слова, не давая себе возможности высказать это наружу. Стоматит, да, заболевание полости рта, это воспалительный процесс. В основном локализуется на язык, десна, внутренняя поверхность щек. И выглядит как небольшие язвочки, такие ранки. И как мы уже говорили, да, заболевание полости рта возникает, когда сложно принять новую информацию или когда мы неадекватно оцениваем то, что происходит. И поэтому болезни ротовой полости напрямую связаны с проблемами в сфере общения, социального взаимодействия, то есть межличностного взаимодействия, взаимодействия между людьми. И в большинстве случаев это близкие отношения, это значимые люди, это узкий круг близких людей, родственников, друзей, там, где эти отношения нам на самом деле важны, то есть имеют свою значимость. И у взрослых что может предшествовать стоматиту? Игнорирование со стороны партнера, попытки доказать что-то, безуспешные попытки доказать что-то другому человеку, постоянное раздражение, нахождение в раздражающей ситуации, обиды, усталость. Усталость, которая возникает всегда как истощение и психики, и тела после каких-то долгих споров и конфликтов, которых человека заставили отступить, или он сам отступил, то есть проглотил все это, не смог что-то доказать. И в конце таких безрезультативных конфликтов и споров возникает вот эта усталость, поэтому мы тоже это обозначаем как причину в пакете того, что может вызвать у
нас стоматит. Да, стоматит – это воспаление слизистой оболочки, и в этих язвочках вот человек уязвлен, да. В психосоматике очень много таких прямых ассоциаций, поэтому смотрите, что вам приходит в голову, какие метафоры, поговорки, может быть, все, что связано, да, конкретно со значением этого слова, например, язвы, уязвленность, да. Уязвленность, скопилось огромное количество обид, злости, гнева, каких-то колких замечаний, претензий, но все это осталось где-то невысказанным, или было высказано без всякого эффекта, то есть без какой-то обратной связи, где понятно, что человек другой что-то понял. И вот такие безуспешные попытки что-то доказать часто приводят к возникновению язвочек в полости рта. То есть это такие страдания, эти язвочки, стоматит действительно приносит много боли, страданий, такое достаточно неприятное заболевание. И они указывают на то, что человек потерял вкус в жизни, невозможно ничего взять в рот ни в прямом, ни в переносном смысле слова, то есть у него наступило такое истощение, как бы, от безрезультативности своих действий, потерялась какая-то надежда, что в отношениях, может быть, что-то прояснено, доказано или показано, и что другой человек, важный, значимый человек, что-то поймет. То есть стоматит у взрослых это тоже протест, это как протест, да, стоматит чаще возникает у детей, это действительно так. И многие думают, что это потому, что дети все тащат в рот, там всякую грязь, но на самом деле это не так. Взрослые тоже достаточно часто сталкиваются с этой проблемой, и это тоже форма протеста в ответ на определенные события. Да. Это частые конфликты, ситуации, из которых человек не видит никакого выхода, какие-то грязные, сильно неприятные, уязвляющие, обидные ситуации, ситуации, когда человеку пришлось кого-то ругать, оскорблять, язвить открыто, да. Агрессия, да, взаимная агрессия, обмен язвительными репликами или оскорбительными репликами в адрес друг друга, непонимание в отношениях с близкими людьми, подавление своего личного мнения, затыкание рта в прямом и переносном смысле, да, и желание сдержать неприятные эмоции, неприятные вот эти колкие, обидные слова, желание удержать их в себе, не высказать, вынужденное молчание. Из-за страха в основном люди удерживают вот эти язвительные замечания или свое мнение, какие-то претензии или даже хотя бы пожелания к другому человеку, именно из-за страха потерять эти отношения или что-то связанное с отношениями. Метафоры стоматита, мне неприятно это говорить, неприятный привкус от работы, от человека, от отношений, от ситуации. Язык не поворачивается сказать. Здесь много эмоций вот такого подавленного плана, депрессии, подавленные эмоции, тревоги, страхи. И, как мы уже говорили, да, язвы часто возникают из-за подавленного гнева. То есть здесь намешано все, и гнев, и чувство вины, уязвленное самолюбие. У взрослых стоматит очень часто вызван трудностями на работе или в отношениях. Но это две наши главные глобальные сферы, где есть значимые люди для нас или значимая ситуация, например, значимая работа, отношения с коллегами или с начальником, в семье значимые отношения с партнером, с детьми, с родственниками. И на состояние полости рта очень сильно влияют конфликты, которые возникают у нас вот в этом в значимой сфере или в значимом кругу общения. Стоматит у детей, собственно говоря, впрямую зависит от особенностей атмосферы, психологической атмосферы в семье. Мы уже знаем, да, неоднократно говорим о том, что детская психосоматика – это отражение взрослой. Особенно у маленьких детей до 5 лет, но для стоматита это может быть возраст и старше. Маленькие дети очень сильно зависят от атмосферы, от климата в семье, от психологического климата. И буквально как
как губки, они впитывают все, что происходит со взрослыми в близком их кругу общения, в важной, значимой для них зоне. То есть напряженная обстановка, конфликты в семье, громкие скандалы между родителями, подавление ребенком, например, авторитарный там стиль воспитания, когда ребенка не слушают, не дают ему высказать свое мнение, часто приводят у детей к болезням полости рта. Что еще может вызвать детский стоматит? Смена привычных условий, то есть такой выход из зоны комфорта, какого-то определенного уже привычного образа жизни, переезды, смены школы, детского сада, смена места жительства, развод родителей. То есть все, что ломает привычную обстановку для ребенка, все может привести к вот такому нестабильному состоянию, да, к заболеванию полости рта. Изменение распорядка и режима дня, нехватка сна, дефицит какого-то свободного времени для себя, то есть прессинг, давление, перегруженность, посещение многочисленных кружков, секций, то есть ребенок сильно перегружен, у него нет ни одной свободной минутки, гиперопека, то есть воспитание в стиле кумир семьи, то есть не только авторитарный стиль воспитания может привести к стоматиту, но и гиперопека, казалось бы, да, когда ребенка ставят на пьедестал и как будто бы все ему разрешают. Авторитарный метод воспитания – это я лучше знаю, что тебе нужно, гиперопека, ну скажи, что ты хочешь, и мы все для тебя сделаем. И в том и в другом случае на самом деле в этих стилях есть одинаковость, непонимание со стороны родителей. На самом деле родители и в том, и в другом стиле воспитания не учитывают потребности самого ребенка в соответствии с его возрастом, что ему на самом деле нужно. То есть в любом случае не слышат его, не видят его как личность, не учитывают его мнение, и даже в гиперопеке все равно это выглядит так, там шарфик одень, да, все равно, казалось бы, гиперопека, которая все разрешает, на самом деле все равно родитель здесь действует так, как ему кажется правильным. Когда ребенок не видит родителей, то есть занятость родителей, такая дистанция, да, со стороны родителей, когда он не чувствует вот этой близости, любви, заботы, противоречивые воспитательные позиции в семье, например, в семье одно, в школе другое, или наоборот, или между родителями разные стили воспитания, и они конфликтуют друг с другом из-за этого. То есть конфликты в отношениях со сверстниками для детей постарше, например, подросткового возраста, уже гораздо важнее, чем климат в семье, когда именно среди сверстников подростку не дают высказываться, критикуют, оскорбляют, не слушают. То есть здесь мы тоже видим, что стоматит как заболевание полости рта – это про разговор и про взаимообщение с другими людьми. Очень много в заболеваниях рта, полости рта здесь есть тем про общение, как межличностное общение. Молочница во рту, да, кандидоз или молочница во рту тоже бывает. Про что не все, я думаю, далеко знают. Да, причиной молочницы являются грибки, микроорганизмы рода кандида, это уже, в принципе, знают все, но в норме они присутствуют в организме любого человека постоянно, в определенных концентрациях, они не представляют никакой опасности. В нашем организме много чего живет, и наш организм живет с этим в мире и согласии, да, когда это есть в определенных объемах. Но когда грибки активизируются и начинают разрастаться, размножаться больше определенного объема, так их концентрация растет, это и вызывает разнообразные воспаления, в том числе и воспаление слизистой оболочки, в том числе и во рту, там, где есть слизистые оболочки. И образуется вот этот белый такой творожистый налет. Ротовой полости кандидоз проявляется вот в виде этого белого творожного налета, достаточно легко удаляется, но тем не менее постоянно производится опять и опять. Есть кандидоз языка. Тоже в виде налета на языке желтоватого, сероватого, беловатого оттенков. И могут в таких сложных случаях или запущенных случаях формироваться такие пленочки на языке. И да, есть стоматит, есть кандидозный гингивит, воспаление десен, воспаление языка, воспаление губ, связанных с грибками.
кандида. И мы понимаем, что когда эти грибки могут начать бесконтрольно размножаться. Именно когда падает иммунитет. То есть наш иммунитет очень успешно, на самом деле, не то чтобы даже борется с этими грибками, ограничивает их распространение, ограничивает их концентрацию в определенных масштабах, которые для организма не страшны, не представляют опасность. Да, это инфекция. Многие говорят, что да, но это же молочница, она же вызвана инфекцией, она же вызвана этими грибками. Но на самом деле, почему грибки стали вдруг размножаться бесконтрольно? Вот это наш самый главный вопрос. На самом деле грибки могут размножаться бесконтрольно только когда у нас падает или снижается иммунитет, потому что именно иммунная система контролирует вот этот объем всего, что находится в нашем организме, в том объеме, чтобы оно не представляло опасности для нашего организма. И только когда иммунитет падает, иммунитет снижается, грибки могут начать себе позволить размножаться и занимать большие объемы совершенно бесконтрольно. А когда у нас падает иммунитет, конечно, иммунитет падает на стрессе. И именно поэтому, что иммунитет падает на стрессе, есть это известное выражение, что все болезни от нервов, именно потому, что на стрессе падает иммунитет, и в момент падения иммунитета может привязаться и развиться совершенно любая болезнь. Что у нас по причинам молочницы во рту? Да, человек о чем-то жалеет. Вот чистота, все-таки ротовая полость связана с чистотой ротовой полости. И человек жалеет о чем-то утраченном, о какой-то чистоте, душевной, конечно, чистоте. Он, может быть, хочет, чтобы окружающие верили в его невинность, невиновность. Да, это инфекция, а мы знаем, что воспалительные инфекционные процессы это всегда имеют в базе в том числе и подавленный гнев, злость. И поэтому здесь то же самое. Нужно добавить сюда какой-то подавленный гнев, какая-то пережитая ситуация, или человек находится в этой ситуации, которая его очень злит, раздражает, обижает, и у него накоплено достаточно много гнева по поводу этой ситуации, протеста, но он это никак не проявляет, то мы понимаем, что есть опасность возникновения воспалительной реакции во рту. Есть еще такие понятия для молочницы во рту, как сильное разочарование, гнев, претензии, недоверие к людям. Все-таки мы понимаем, что воспалительные процессы бывают в разных частях тела, и поэтому мы смотрим, в какой части у нас возникло воспаление и какую функцию выполняет у нас эта часть тела. Вот чувство рассеянности, разбросанности тоже часто относят к молочнице. Человек не знает, что он хочет, он не понимает, к какой цели он идет, он не понимает своих желаний. И здесь все это накладывается на сильное чувство разочарования, какой-то безысходности. Он не понимает, как выйти из этой ситуации, он не понимает, куда ему идти, что ему надо делать. И при этом у него есть большое количество подозрения или подозрений враждебности к другим людям, недоверия во взаимоотношениях с людьми. Люди, у которых часто бывает молочница, во рту воспаление, очень любят спорить, конфликтовать в попытках отстоять свое мнение. Но потому что у нас есть конечный результат, это молочница, мы понимаем, что эти споры и конфликты, они безрезультативные, неэффективные, то есть чаще всего ходят по кругу и не имеют того эффекта, который человек в это вкладывает. То есть он не может в этом споре победить, или он не может доказать кому-то что-то, не может заставить другого человека признать свою правоту, и такие споры и конфликты становятся бесконечной цепочкой. Челюсти. Рот связан с разрешением себе говорить все, что хочется. Но не менее важная тема для рта – это готовы ли мы попробовать на вкус и начать пережевывать ситуацию. И здесь для этого процесса нам нужны челюсти. Здесь работают челюсти. Да, челюсти обеспечивают нормальное функционирование зубов. Сжатые челюсти стирают зубы. Да? Когда человек слишком сильно сжимает челюстями, челюсти сжимает, скрипит зубами, буквально стирает зубы. Очень часто такой скрип зубами может возникнуть во сне. Это подавленный и невыраженный гнев.
А если уже вывих или перелом челюсти, то накопленного гнева слишком много, и необходимо выпустить этот пар, пока не сломалось что-то более существенное. Когда накоплено много агрессии, вот эти все наши метафоры, выражения, скрипеть зубами от злости, человек вот-вот взорвется, настолько сильно сжаты его челюсти, настолько сильно много в нем этой злости, гнева, но он старается удержать это в себе. Если взрослый или ребенок ночью скрипит зубами, то мы четко должны понимать, это накопленная и невыраженная днем агрессия пытается выйти наружу. Здесь в этой теме смотрите видео про зубы. С помощью челюстей, конечно, зубов тоже, но зубы у нас установлены в челюстях. Человек откусывает и пережевывает. То есть он как бы вгрызается, да, или вцепиться мертвой хваткой, здесь есть такие выражения. То есть эта тема брать от жизни все, что нужно лично мне. И гнев, обида, желание отомстить, желание контролировать других людей, чтобы было все по-моему, если это не получается. Может быть, наоборот, вцепиться мертвой хваткой в свое и держать, не отпускать. Заикание тоже связано, естественно, с речью и с челюстями. Заикание как невозможность самовыражения, очень сильное удерживание переживаний в себе, переживаний, чувств, эмоций, полный запрет на то, чтобы злиться, плакать, страх говорить, отказ выражать открыто свои чувства. То есть возникает как спазм в челюсти, который не дает человеку произнести определенные звуки. То есть есть трудности, это всегда трудности с самовыражением, трудности с выражением своего мнения. Храп мы тоже, в принципе, можем отнести сюда. Да, это шум, который возникает в процессе дыхания. Здесь освобождается напряжение, которое накоплено за день. Храпит ночью тот, кто днем много себя сдерживает, не осмеливается говорить, такой робкий человек, может быть, скромный, или просто боится сказать то, что думает, боится обратить на себя внимание, боится быть отвергнутым, то есть сказать что-то не то, что не понравится другим людям. А ночью, когда контроль сознания ослабевает, человек расслабляется, он как бы берет свое, храпом он обращает на себя внимание. Здесь самое важное выяснить, кому мешает храп. Этот храп – это внимание именно этого человека, и требуется больше всего. Тот, кто больше всего обращает на это внимание, кого больше всего беспокоит этот храп, собственно, внимание именно этого человека добивается храпящий. То есть послание храпа – дать себе право что-то потребовать внимания к себе, внимания других людей, быть услышанным другими людьми. Если по-другому днем не получается, то получается с помощью храпа. Язык. Язык играет роль и в жевании, в глотании, в речи, то есть язык различает вкусы. Здесь опять у нас вкус к жизни, оттенки, детали жизни, мелочи жизни, от которых мы получаем удовольствие и вообще удовольствие от жизни. То есть пережевывать, проглотить ситуацию, сказать речь, умение выражать свое мнение – это все у нас будут проблемы с языком. Проблемы с языком говорят часто о чувстве вины за несдержанность. Да? Человек что-то сказал лишнее и винит себя за это, или наоборот пытается держать язык за зубами, чтобы не сказать, удерживает. То есть здесь и про речь очень много в языке, но даже больше, на мой взгляд, в языке, или в равных пропорциях, тут уже надо смотреть, конечно, индивидуально, это про вкус, да, способность получать удовольствие от жизни, чувствовать вкус жизни, радоваться жизни, интерес к жизни, различать разные оттенки ситуаций, тонкости, детали, различать это, не делить все на черное и белое, а уметь видеть эти полутона. И, конечно, язык олицетворяет буквально способность человека получать вот это наслаждение от жизни. Если человек прикусил язык, то он чувствует вину за то, что он что-то сказал лишнее или собирался что-то сказать. Есть такое понятие, как географический язык.
Да, здесь вы все прочитаете все эти умные медицинские названия, гласит и разные их состояния, но на самом деле географический язык – это состояние, при котором нарушается питание слизистой оболочки языка и происходит отторжение разных участков на языке. В основе, конечно, лежат воспалительные процессы, часто аллергические процессы, нарушение работы вегетативной системы, язык покрывается разнообразными пятнами, то есть по факту имеет разные оттенки. Но что у нас с точки зрения психосоматики? Да? Разновидности географического языка вы здесь прочитаете. Здесь, конечно, есть разные формы, там поверхностная и так далее. В принципе, географический язык говорит о том, что нам нужно смотреть место, да, географически на нем разные оттенки в разных местах языка, и поэтому нужно определить место и степень поражения языка. Тогда можно более точно сказать, что отторгается. То есть язык, когда есть проблемы с языком, это всегда человек что-то отторгает, да, не хочет брать в рот, отторгает, хочет выплюнуть, вытолкнуть языком из своего рта. То есть что-то он отвергает в жизни. Может быть, что уже попало ему в рот, но он хочет очень сильно от этого избавиться, то есть как можно быстрее это выплюнуть. И так как язык имеет много функций, то здесь нужно уточнять психологическую проблему, нужно анализировать индивидуальную конкретную ситуацию. Очень часто язык сочетается с другими расстройствами, в том числе и полости рта, и мы тогда начинаем соединять эти темы вместе. Например, язык, каждая часть языка связана напрямую с определенными частями тела. И на этой картинке вы можете посмотреть, это самая простая картинка, можно посмотреть в интернете, там более подробные, но нам, в принципе, достаточно этого, чтобы посмотреть, на каких частях языка, какие части языка связаны с какими органами и системами. И тогда мы понимаем, что если именно в этом месте языка у нас возникло наиболее яркое расстройство, мы видим, да, и мы связываем это с системой этого места языка, да, например, с желудком или с печенью, тогда мы уже можем более точно найти психосоматическую причину не только языка, а вообще того, что происходит, о чем сигнализирует, собственно говоря, язык, про то, что происходит в жизни человека. Губы – внешняя часть ротовой полости. И в первую очередь, конечно, мы рассматриваем герпес на губах. Это очень распространенное расстройство. Мы знаем, что есть генитальный герпес на половых органах, есть поясничный опоясывающий, и есть на губах оральный так называемый герпес. Возможно, мы его просто видим чаще, но все-таки это считается более распространенный вариант именно герпес на губах. Что у нас, какая функция губ? Да, в первую очередь в психосоматике мы рассматриваем функцию этой части тела или органа, с которым, где есть какое-то расстройство, то есть какая функция этой части тела. С помощью губ мы можем захватывать пищу, да, издавать звуки. Без губ мы не можем по факту разговаривать, дышать, да, губы нужны для дыхания, хотя, может быть, меньше, чем для речи, но тем не менее, ну, свистеть, целоваться, да, действительно что-то про прикасаться губами к другому человеку, и здесь именно губы работают. Ну и кроме того, губы служат для защиты зубов. Есть разница верхняя губа и нижняя. Да. Верхняя губа связана с желаниями, желания самого человека, которые он носит в себе. Нижняя губа с внешней средой, то есть верхняя губа – внутренняя часть, внешняя, нижняя губа – внешняя часть. Да. Там, где человек находится, связан с той средой, окружением, внешним миром, в котором находится человек. Если человек кусает себя за губу, кусает, как правило, человек себя за нижнюю губу, то он злится на себя за то, что он опять же сказал что-то лишнее, да, проговорился, что-то сделал не так. Человек злится и прикусывает нижнюю губу. Так вот, герпес на губах. Герпес на губах говорит о том, что человек очень строго судит кого-то, осуждает. Да? Вот это осуждение, критика в адрес другого человека
Чаще считается, что чаще человека противоположного пола, но есть такая тема, что это связано в первую очередь с человеком, с людьми противоположного пола, то есть это может быть осуждение кого-то одного, а потом все это осуждение, там, претензии, требования распространяются на весь противоположный пол. Что-то кажется мерзким, отвратительным в другом человеке, да, но мы все-таки расширяем эту тему, понимаем, что это может быть не только человек именно противоположного пола, а смотрим опять же на отношения. То есть человек очень злится, он очень хочет сказать какие-то гневные слова, но часто в последнюю минуту себя сдерживает. Есть такое выражение, как гнев повисает на губах, герпес, да, идет воспаление, он проявляется, человек не сказал что-то критикующее или обвинительное, удержался, но через герпес это все равно вышло и повисло на губах. Герпес, как вообще, да, как инфекционное, воспалительное заболевание проявляется в момент обострения, конечно же, стрессовых ситуаций. Мы знаем, что герпес или вирус герпеса, он есть у каждого человека в спящем режиме, он где-то в организме присутствует. Да, в нашем организме на самом деле в таком спящем режиме присутствует все. Да, вопрос, почему активизируется именно это, именно в этой ситуации, именно у этого человека. Собственно, это и есть вопрос психосоматики. Когда у человека идет какая-то потеря опоры в жизни, он чувствует себя уязвимым, да, смотрим, что это опять-таки язвы все-таки, да, что ему кажется, что его никто не поддерживает, ему не на кого опереться, какая-то недостаточная стабильность, безопасность, ощущение отсутствия защищенности в жизни, это вообще темы герпеса в целом. Чувство вины, наказание самого себя, как бы вот это ощущение недостойности, чего-то, что человек ничего-то не дотягивает до какого-то уровня, что у него не получается. Это внутреннее состояние. Внешнее, что недооценивают, недостаточно оценивают, обесценивают. Да, вот это ощущение, что у человека, что он никому не нужен, не важен и не полезен. Вот такие психологические темы активизируют герпес. И генитальный, и оральный, и все виды герпеса. Это основные темы герпеса в принципе. И да, герпес, как и любое спящее заболевание, спящий вирус активируется на падение иммунитета. А это всегда стрессовая ситуация. То есть мы должны искать стрессовую ситуацию, особенно в герпесе, который возникает прямо сразу, практически после того, как что-то произошло. И поэтому в герпесе, для высыпания герпеса достаточно несложно найти запускающую ситуацию. Губы связаны с тем, чтобы, опять же, удерживать слова, закрыть рот на замок, сжать губы. Губы связаны с близкими отношениями. Часто, когда вот не хочется кого-то целовать, да, не хочется подходить близко, не хочется тактильного контакта, хочется на дистанцию отодвинуть человека, возникает герпес, когда человек не может это сказать в открытую или сделать, то вот герпесом он как бы ставит другого человека на дистанцию, отталкивает его от себя. И основные чувства все те же: вина, подавленный гнев. Вылезая наружу, герпес одновременно демонстрирует невысказанные темы и ставит запрет на что-то, да, на то, что делать, может быть, хочется. Да? То есть подавленные собственные желания. Герпес выполняет достаточно многофункциональное действие. Трещины на губах. Да, что у нас еще бывает на губах? Трещины на губах. Трещины образуются, когда человек как будто разрывается между чем-то, например, между двумя или несколькими людьми, между двумя ситуациями. Ему нужно принять решение, но он очень сильно колеблется, из-за этого он очень сильно злится. И чем болезненнее трещина, тем болезненнее ситуация идет вот на разрыв. Да. Трещины в углах губ, так называемые заеды, попытка как будто открыть рот слишком широко, как бы, чтобы треснет, да, рот треснет, попытка схватить что-то слишком большое, пока еще недоступное, возможно, чужое, как бы слишком много хочется схватить, удержать, захватить,
из серии «На чужой каравай рот не разевай», да, вот это здесь очень хорошо работает на теме трещины в углах губ. Ранки на губах. Плотно сжимать губы. Это ядовитые слова, которые буквально рвутся уже наружу, тоже действительно висят как будто на губах. Вот обвинения, претензии, требования, вот невысказанные, которые человек, сжимая губы, изо всех сил удерживает. И одновременно здесь плотно сжатые губы не дают ничему другому и попасть в рот. То есть здесь неспособность принимать новые идеи. То есть и есть процесс изнутри, не сказать, удержать в себе, и есть процесс снаружи внутрь, не принимать ничего, что идет снаружи. Сухость губ. Любая сухость кожи, в принципе, говорит о том, что человек как бы сухой, да, там есть прямая совершенно ассоциация, эмоционально недоступный, недостаточно мягкий, неоткрытый, да, в отношении к чему-то, кому-то или вообще, да, ну, конечно, часто речь идет о конкретных ситуациях, но если, может быть, человек по жизни такой, закрытый, эмоционально холодный. Кожа, конечно, это та часть, которую видят окружающие, которую мы предъявляем окружающим, поэтому мы кожей же демонстрируем что-то окружающим, и на коже же проявляется все, что происходит у нас во внутреннем мире, и по-другому наружу не вышло. То есть по состоянию кожи можно достаточно точно сказать, что человек демонстрирует другим. Сухая кожа говорит о том, что человек не хочет показывать свою уязвимость, свою мягкость, может быть, что он слишком добрый. То есть он сухой кожей, сухими губами ставит дополнительный барьер между собой и другими людьми. Неприятный запах изо рта. Запах изо рта неприятный, это опять же гнев, гневные мысли, мысли о мести, вот это застревание в прошлом, ситуации из прошлого, которые накопились, застряли и буквально гниют. Это у нас психологический смысл неприятного запаха изо рта. Да, и запах изо рта может стать причиной, почему люди будут отходить на дистанцию, то есть таким образом человек тоже отодвигает, отталкивает от себя людей, и одновременно привлекает, да, к себе, но неприятно привлекает, неприятным запахом привлекает. И нужно искать, что стало причиной. Конечно, есть два варианта. Устойчивый неприятный запах и неустойчивый, то есть более-менее сиюминутный. И лечить запах изо рта это невозможно, нужно устранять, это просто устранение симптома, там полоскать рот или, понятно, чистить зубы, это будет так называемый сиюминутный запах, допустим, утренний после ночного сна, как бы это более или менее естественный вариант. Но нужно искать заболевания, если мы смотрим с медицинской точки зрения, да, что вызывает неприятный запах. Но нам из психологической точки зрения это важно, потому что не сам запах, а то, что заболевание, например, которое вызывает этот запах, мы тогда переходим к анализу психологических причин именно того основного заболевания, которое дает неприятный запах. И действительно, неприятный запах в целом очень может сильно испортить жизнь человека, он сильно нарушает общение с людьми, сильно разрушает имидж человека, да, отношение к человеку. Определить, если неприятный запах, действительно достаточно сложно, потому что сам человек и сам организм как бы не чувствует, нос не чувствует запахов своего собственного организма. Я думаю, все с этим сталкивались, это знают. Поэтому собственный запах мы никогда не чувствуем. И чтобы понять, или спросить надо у других людей, не постесняться, да, или подышать в тряпочку, да, или там маску некоторое время и посмотреть, какой запах там остался. То есть здесь надо достаточно сложно самому себе сказать, какой, собственно говоря, у меня у самого запах. И да, есть официальное название неприятного запаха, как галитоз, там медицинское название. И все-таки понятно, что это, если это утром, достаточно почистить зубы, но тем не менее все равно этот запах не должен быть настолько сильно отталкивающий. Все-таки мы понимаем, что кроме физиологии у нас есть
и психология, да, то и когда мы чувствуем, что слишком сильный запах, например, даже по утрам, казалось бы, естественном варианте, то нужно понимать, что происходит, какая ситуация, где хочется держать на дистанции, дать дистанцию в отношениях, немножко отстраниться от, скорее всего, близких людей, да, то есть уйти на дистанцию, что-то происходит, где хочется немножечко отойти в сторону, или чтобы другие люди отошли в сторону. Здесь перечислены признаки возможных заболеваний при неприятном запахе, да, вы сможете их почитать. И это понятно, что заболевания зубов, десен, тот же стоматит, там зубной камень и все, что связано с зубами, но это уже будет относиться к зубам, да, может вызывать достаточно стойкий неприятный запах. Да. Та же сухость во рту, потому что не хватает слюны, которая, в общем-то, обладает бактерицидными свойствами и очищает полость рта. Но могут быть заболевания горла, ангины, танзелиты, насморки, горло-нос, то есть лор-заболевание, тоже часто вызывает неприятный запах. И уже заболевания внутренних органов, это уже такой более глубинный вариант, да, почки, печень, желудочные заболевания, заболевания легких. Поэтому, когда мы рассматриваем, анализируем запах изо рта, здесь на самом деле может быть очень много разнообразных причин, и мы переходим к анализу именно какого-то базового расстройства в организме, который вызывает, и темы, которые с ним связаны, с этим расстройством. Здесь перечислены запахи, какие особенности запахов могут указывать на какие болезни. Посмотрите, да, кисловатый, горьковатый, запах ацетона, мочи, кала, даже гнилостный запах. То есть здесь действительно по оттенку запаха, если непонятно, какое это, с каким заболеванием может быть связано, то вы сможете получить направление, куда можно думать, какие заболевания, в общем-то, на какие расстройства и заболевания, каких систем стоит смотреть туда, обратить на это внимание. И в конечном итоге ротовая полость, давайте еще раз все обобщим. Рекомендации при заболеваниях ротовой полости, это все-таки у нас, в первую очередь, это речь, да? Разрешить себе говорить. Разрешить себе выражать все, что хочется. Да, здесь есть обычное стандартное возражение, что как же мы можем говорить все, что мы хотим, другие люди будут обижаться, раздражаться, и вообще мы можем получить ответную агрессию. Да, не всегда действительно полезно и эффективно говорить все, что мы думаем, другим людям. Действительно, во-первых, мы можем получить реакцию, которая нам не понравится, во-вторых, в большинстве случаев это неэффективно, или надо еще уметь сказать, да. Но сейчас речь не про то. Видите, слова у меня застряли в горле. Сейчас на самом деле речь про то, что нам нужно учиться не держать в себе, не сдерживать все, что у нас накопилось, идет, все, что мы хочется сказать. И если нет возможности или мы не считаем эффективным вываливать все это в лицо другому человеку, то есть масса других способов, чтобы вынуть это из себя, выложить, проговорить. Да? Понятно, что первый способ кому-то проговорить, стороннему, нейтральному человеку, можно проговорить просто в стенку, в пустой комнате, очень хорошо, громко и с выражением проговаривать ситуацию, проговаривая все слова, которые идут изнутри. Хорошо писать. Можно взять и написать на бумаге все, что хочется сказать, кому хочется сказать, да. И, конечно же, мы эти письма никуда не отправляем. Лучше всего эти письма потом сжигать и пепел где-нибудь спускать в унитаз. Потому что мы вылили весь свой гнев, весь свою злость, обиды. Но это очень хорошие техники писать, проговаривать и писать, проговаривать и писать все, что у нас накопилось. И это помогает вынуть это из себя. Самое главное – вынуть это изо рта, да, чтобы это не оставалось ни во рту и нигде больше в организме это тоже не оставалось.
Дальше, конечно, более там глубинная работа, записывать свои убеждения. Например, если вы понимаете, что вы боитесь высказать свое мнение, что вам страшно что-то говорить про себя или высказывать свое мнение, то дальше начинается, конечно, работа с системами убеждений. Например, я боюсь выражать свое мнение, а может быть, я не должен выражать свое мнение или никому не интересно мое мнение, да. Ну, и дальше мы работаем, конечно, с системой убеждений по их трансформации. Это целая отдельная работа, но, тем не менее, даже уже список убеждений, так называемых ограничивающих убеждений на эту тему, насчет говорить, насчет высказываться, уже можно написать, и все-таки это уже начало процесса работы. И очень важно, да, понимать, что пока вы не устраните вот эти психологические причины, ну, собственно, это база нашей психосоматики, то никакие таблетки, препараты и так далее не помогут. То есть они будут снимать симптоматику, но они не будут убирать корень, да, психологический корень возникновения заболеваний. Заболевание будет возвращаться, а может выстрелить в другом месте, в каком-нибудь, перейдут другие заболевания. Поэтому, да, никто не говорит, что не нужно ничего мазать там или полоскать или пить. Надо все-таки симптоматику утихомиривать, но параллельно сразу начинать работу с психологической темой. И очень важно никогда ничего не терпеть, да, никогда ничего не терпите, сразу говорите, ну, вот насчет уходите или не уходите, тут вопрос спорный, но, по крайней мере, выйти из ситуации можно, да, если не совсем выйти из отношений, например, то выйти из этой конкретной ситуации. Но лучше научиться на самом деле говорить сразу все, что вам не нравится. И тогда, если вы говорите это сразу, то это можно сказать мягко, уже без накопленной агрессии, в позиции «я» сообщения, что мне не нравится то-то, то-то, мне обидно слышать вот это и так далее, и так далее. И это тоже способы «я» посланий, да, способы учиться говорить правильно, чтобы другие люди могли вас услышать, и чтобы вы не получили в ответ ответную агрессию или раздражение, по крайней мере, чтобы был какой-то эффект от ваших слов, то нужно учиться разговаривать на самом деле. Но, тем не менее, говорите, да, старайтесь говорить сразу по факту, и вы увидите, что это звучит по-другому, чем в том случае, когда вы накопили уже целый вагон и маленькую тележку разнообразных негативных чувств, а потом просто идет эмоциональный взрыв. Естественно, вы скажете и сделаете все, о чем потом пожалеете, будете прикусывать себе язык, возникнет стоматит или еще какое-то заболевание ротовой полости. То есть это, ну и другой человек вас не услышит в этом потоке ваших эмоций. И важно помнить, что болезни ротовой полости – это, как и любая другая болезнь, это протест тела против чего-то. И вот эти постоянное подавление своих эмоций, депрессивные состояния, да, потому что стоматиты, вот эти заболевания ротовой полости говорят о том, что человек сильно себя подавляет, сильно в себе что-то удерживает, не разрешает себе. И отсюда эти депрессивные состояния, апатия, упадок сил, тревожность, и это приводит к заболеваниям ротовой полости на самом верхнем уровне. И мы еще помним, да, что еще раз говорим, что ротовая полость – это ворота, да, вход в организм. И эти ворота как бы открываются в обе стороны. И с одной стороны у нас изнутри идут наши мысли, наши мнения, желания, чувства, слова, что же мы хотим сказать, да, что мы хотим высказать, чем поделиться. Это поток изнутри наружу. И снаружи в эти ворота стучатся к нам, к нашу жизнь новые идеи, что-то новое. Все время приходит что-то новое, свежие мысли, да, какие-то новые люди приходят, новые ситуации, то есть жизнь все время нам подкидывает какие-то изменения. И это способность принимать из снаружи вовнутрь. И рот у нас работает на оба этих процесса. Можно закрыть рот и изо всех сил удерживать в себе то, что идет наружу, и можно закрыть рот на замок и не принимать ничего нового, что идет в нашу жизнь. И здесь вот это очень важно помнить для любых заболеваний ротовой полости. У нас есть эти два процесса, и именно в эту сторону мы начинаем анализировать, а что происходит.
что происходит с человеком в ситуации, в которой он находится, чтобы понять, что явилось причиной заболевания ротовой полости именно у этого человека, именно в этой ситуации, в его конкретной индивидуальной ситуации. Но про два процесса, я надеюсь, вы поняли и запомните изнутри снаружи, наружу и снаружи вовнутрь. Какие у нас есть практики? Практики, как обычно, у вас будут отдельно. Какие здесь хорошо делать на заболевания ротовой полости. Это практика «Вкус к жизни» и практика «Дверь в неизвестное новое». То есть как раз эти процессы здесь будут, вы можете просмотреть, это диагностические варианты для того, чтобы понять, что у нас возникает, что у нас происходит с нашими воротами по факту между нашим внутренним миром и внешним миром, такие как рот. И вопросы, которые стоит себе задавать при болезнях ротовой полости, это: часто ли я осуждаю других людей, критикую, обвиняю, часто ли я сдерживаю гневные слова, свою злость, негативные слова, высказываю ли я свободно свое мнение или боюсь выглядеть глупо, если скажу, часто ли я говорю язвительно, с сарказмом, часто ли я говорю слишком много и потом испытываю за это вину, часто ли я сожалею о том, что сказано слишком много, и как я принимаю новое в своей жизни. Вот над такими темами стоит подумать, когда есть заболевание ротовой полости.